Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня предлагаю приготовить морковный торт. В этом видео я расскажу пошаговый рецепт и дам пару советов, как сделать торт еще вкуснее. Список всех продуктов вы сможете найти в описании под этим видео. И начнем с приготовления морковного бисквита. Морковь очищаем и натираем на крупной терке. Чтобы ускорить процесс, можно измельчить ее в блендере. Натертой моркови должно получиться 250 граммов. Теперь подготовим орехи. Нам понадобится 115 граммов очищенных грецких орехов. Предварительно я их промыла и подсушила на сухой сковороде. Теперь их нужно измельчить. Это можно сделать в блендере или просто порубить ножом. Но не слишком мелко. Важно, чтобы они оставались рассыпчатыми. 150 граммов сливочного масла растапливаю в микроволновке до жидкого состояния. И пока убираю в сторону, немного остыть до комнатной температуры. В миску, в которой буду замешивать тесто, вбиваю 4 яйца, добавляю щепотку соли и 250 граммов сахара. Взбиваю миксером до светлого и пышного состояния. На это уйдет примерно 5-7 минут. Яйца советую брать комнатной температуры, чтобы они лучше объединились с сахаром. И вот до такого пышного состояния будет достаточно. Отдельно соединяем 270 граммов муки, 13 граммов разрыхлителя, 1 чайную ложку корицы и треть чайной ложки имбиря. Хорошо перемешиваем. В 2-3 приема просеиваем в яичную массу и каждый раз хорошо перемешиваем на маленькой скорости миксера, либо лопаткой. Корица и имбирь придают бисквиту пряный вкус и аромат. По желанию еще можно добавить немного мускатного ореха или гвоздику, но если не любите, то просто пропускайте. Долго перемешивать не нужно. Как только масса стала однородной, сразу же останавливаемся. Дальше добавляем натертую морковь, цедру 2 апельсинов и измельченные орехи. Все хорошо перемешиваем уже лопаткой. Конечно, можно перемешать и миксером, но мне кажется, лопаткой будет гораздо удобнее. Если у вас есть замороженная натертая морковь, ее также можно использовать. Предварительно полностью разморозить и отжать лишнюю жидкость. Также для приготовления бисквита я советую выбирать именно сладкую морковь, потому что от этого будет напрямую зависеть вкус торта. В самом конце вливаем растопленное сливочное масло. И еще раз все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Также рекомендую приготовить шоколадный торт с абрикосовым джемом. Он готовится быстро, просто и всегда получается невероятно вкусным. Рецепт уже есть на моем канале, ссылку оставлю в описании. В итоге должно получиться вот такое достаточно густое тесто. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме диаметром 20 см. Застилаю только дно формы, а стенки ничем не смазываю. Выливаю тесто и отправляю выпекаться в уже разогретую духовку до 180 градусов на 50-60 минут. Готовность обязательно проверяем зубочисткой. Бисквит получается достаточно влажным, поэтому небольшое количество крошек на зубочистке допускается. Даем ему немного остыть в форме. Затем аккуратно проходимся ножом по краю и достаем бисквит. Перекладываем на решетку и оставляем до полного остывания.
Затем его необходимо обернуть пищевой пленкой, либо переложить в пакет и убрать в холодильник минимум на 2 часа. Так в бисквите распределится влага, и при нарезке он будет меньше крошиться. Все ингредиенты для крема должны быть холодными. В миске соединяем 500 граммов творожного сыра, 500 граммов сливок 33% жирности и 120 граммов сахарной пудры. Взбиваем все миксером до плотного состояния. Чтобы крем получился стабильным, сливки обязательно должны быть охлажденными и жирностью не менее 30%. Также сливки можно заменить на густую сметану. С таким кремом тоже получается очень вкусно. Как только крем станет плотным и однородным, сразу же останавливаемся, потому что если взбивать крем слишком долго, он станет жидким и использовать его для сборки торта уже не получится. Вот такой однородный и красивый крем у вас должен получиться в итоге. От общего количества сразу откладываю пару столовых ложек крема и буду использовать его для обмазки боков торта. Отложенный крем пока убираю в холодильник. Чтобы коржи получились ровными, с бисквита срезаю шапочку. Ее я не выбрасываю и буду использовать для обсыпки торта. Сам бисквит нарезаю на 3 коржа. Для нарезки я использую зубчатый нож для хлеба. Сначала делаю насечки по краю, а затем разрезаю его уже в середине. Посмотрите, бисквит хорошо пропекся, он очень мягкий и с насыщенным пряным ароматом. На подложку либо на блюдо, на которое планируете подавать торт, кладем верхний корж бисквита. Из апельсинов, с которых я снимала цедру для теста, я выжала сок и буду использовать для пропитки торта. Если хотите, чтобы торт получился слаще, в сок можно добавить немного сахара. На корж выкладываем половину крема и распределяем. Накрываю вторым коржом, немного его прижимаю, пропитываю апельсиновым соком и распределяю вторую часть крема. Кстати, у нас появился телеграм-канал с подборкой интересных закусок, которые идеально подойдут на праздничный стол. Ссылку на телеграм оставлю в описании. Обязательно подписывайтесь, у нас там много интересного. Верхний корж переворачиваю, укладываю на крем и немного его прижимаю. Также пропитываю апельсиновым соком. Палеткой разравниваю крем по бокам и кладу небольшое количество крема наверх торта. И чтобы тортик получился ровным, беру разъемное кольцо и хорошо его зажимаю. Теперь торт нужно убрать в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он хорошо пропитался и стабилизировался. У меня торт простоял около 3 часов. Аккуратно снимаю кольцо и отложенным кремом обмазываю бока торта. Много крема не нужно, будет достаточно тонкого слоя, чтобы приклеилась крошка. Но если хотите, можно отложить и больше крема и сделать торт полностью белым. Крема получается достаточно много, его хватит и на начинку, и на обмазку торта. Сверху делаю вот такой узор при помощи палетки. Его также можно сделать и обратной стороной ложки. Обрезки бисквита измельчаю в крошку. Это можно сделать в блендере, либо руками. Чтобы было удобнее измельчать, их можно подсушить в духовке. Она должна получиться вот такой рассыпчатой. По желанию к ней можно добавить немного измельченных грецких орехов. Крошка готова. И теперь обсыпаем бока торта. Немного ее прижимаем, чтобы она приклеилась. Можно оставить тортик в таком виде, либо сделать дополнительный декор.
Сегодня я украшу его дольками мандарина, веточками розмарина и замороженной клюквой. Вы можете украсить свежими ягодами, фруктами или просто кремом. Здесь уже как вам захочется. Морковный торт получается невероятно вкусным и в меру сладким. Нежный крем и мягкий влажный бисквит с тонкими нотками пряностей и цитруса. Настоящий вкус праздника. Такой торт отлично подойдет для уютных домашних вечеров и праздничных застолий. Такой десерт точно понравится вашим близким, поэтому сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и обязательно напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. Попробуйте приготовить и присылайте свой результат ко мне на почту, она указана в шапке моего канала. Также на канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Ваша поддержка очень важна для моего канала. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!